Хозяева, встревоженные таким поведением любимицы, начинают бить тревогу. Однако не каждое покусывание своего помета мамой кошкой является сигналом опасности. В этой статье мы постараемся разобраться в том, когда же поведение новоиспеченной мамочки находится в пределах нормы, а когда стоит им обеспокоиться. Укусы как метод воспитания потомства. Вам не стоит беспокоиться, если любимица кусает котят, не оставляя на их шкурках следов. Как правило, воспитательное прикусывание длится до тех пор, пока малыш не издаст громкий крик. Голосом он дает маме знать, что все понял, и, удовлетворившись этим сигналом, она его отпускает. Угомонить или уберечь от опасности. Там, где мама-человек шлепнула бы расшалившегося непоседу по попе, мама-кошка точно так же укажет своему крохе, как нельзя себя вести, прикусив за загривок. Она может наказать котенка, если тот сильно разыграется и будет носиться, перестав замечать все вокруг себя. А также если кроха, будучи в игривом настроении, лезет к ней, а она тем временем пытается вздремнуть и восполнить свои силы. Вам не стоит волноваться, если вы заметили, как мамочка встала над малышом и то берет его загривок в пасть, то отпускает. Велика вероятность, что в этот момент она не вред ему пытается причинить, а, наоборот, хочет перенести в безопасное место. Просто по какой-то причине у нее это не получается. Вероятно, питомица не может сообразить, как его лучше поднять, чтобы не навредить. Такое иногда случается, однако, после нескольких попыток, как правило, кошка все же справляется с задачей. Искусство охоты. Когда помет еще немного подрастет и станет вылезать из укрытия, перед вами откроется немного иная картина. К вышеописанным обучающим действиям добавятся показательные охотничьи прыжки и преследования. Мамочка на личном примере будет показывать деткам, как нужно красться, выжидать и внезапно прыгать на жертву. Списком все останется по-прежнему, мяукнул, понял. Как и ранее, далее отработка приемов молодняка будет как между собой, так и на маме. Приучение к туалету. Некоторые особенно умные особи самостоятельно приучают своих чад справлять нужду в специально отведенном месте. Мама-кошка, когда малыши достаточно подрастут, покажет им, где расположен лоток и что с ним нужно делать. Наиболее непонятливым котятам также может перепасть укус или удар лапой. Игры со стороны поведения ваших любимцев действительно будет выглядеть как игра между мамой и котятами с элементами легких прикусываний друг друга. Однако и здесь есть свой кошачий подтекст. На самом деле, покусывая потомство за разные части тела, кошка проверяет их рефлексы и заодно дает стимул для большей активности. Малыши еще только развиваются физически, потому для укрепления мускулатуры им необходимо много двигаться, в чем мама и помогает. Укусы, как акт агрессии, как правило, обнаружить настоящую агрессию в поведенческой линии питомицы несложно. Играясь и обучая, она контролирует каждое свое действие, нежна и заботливо, вылизывает детенышей. Однако, если она оставляет на шкурках котят следы от когтей и зубов, постоянно угрожающе шипит на них и пинает, а в глазах заметен нездоровый блеск, это агрессия в чистейшем виде. Заболевание. Бывают случаи, когда любимица неожиданно начинает проявлять чрезмерную агрессию как по отношению к собственным малышам, так и к своим владельцам. Нередко после родов у кошек развивается эклампсия, она-то и может служить поводом для внезапной враждебности. Эклампсия – это заболевание, которое должно диагностироваться исключительно специалистом. Ставить диагноз самостоятельно не рекомендуется, ведь причиной агрессивного поведения может быть элементарная усталость или боль в молочных железах.